Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 28 июня, сегодня волшебный день. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами полнолуние, поэтому обязательно проведите одну очень важную практику именно сегодня, 22 июня. Эту практику вы сегодня можете провести желательно во второй половине дня, но если вы ее проведете в первой половине дня, тоже прекрасно, но лучше во второй половине дня. Вам нужно переписать эти слова на высочайшую защиту. Забегая наперед, хотела вам сказать о том, что эти слова будут в описании к этому видео, но саму практику нужно провести правильно, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь сегодня на протяжении дня это сделать. Также обращаем ваше внимание, эту практику, если вы делаете высочайшую защиту, делайте каждый сам за себя, это очень важно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 22 июня, обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами полная луна в знаке зодиака Козерог, которая образует тригон к Марсу в Тельце. Этот аспект оказывает достаточно будет мощное влияние на наше самочувствие, на нашу мотивацию и общую энергетику этого дня. Обращаем ваше внимание, полная луна в Козероге – это время, когда мы можем почувствовать себя более устойчивыми к стрессу и стать физически выносливыми. Козерог как знак, который ассоциируется с дисциплиной, стойкостью и ответственностью. И когда Луна находится в этом знаке зодиака, она усиливает наши способности справляться с трудностями и преодолевать преграды. Тригон к Марсу в Тельце добавляет дополнительную энергию и мотивацию. Марс, планета действия и энергии, находясь в Тельце, приносит устойчивость и решительность. Вместе эти аспекты помогают нам не только выдерживать нагрузку, но и активно стремиться к достижению целей. Для тех, кто чувствует себя ослабленным или болеет, этот день может принести облегчение. Повышенная энергетика и целебные свойства полной Луны в тригоне с Марсом способствуют эффективному лечению и восстановлению. Этот день особенно благоприятен для начала нового режима лечения или оздоровительных практик. Кроме того, сегодняшний день, 22 июня, идеально подходит для выполнения различных обязательств. Полная луна в Козероге подчеркивает важность порядка и ответственности. Важно обратить внимание на те дела, которые вы откладывали. Это может быть что-то простое, например, отдача долга, совершение обязательного платежа, или более значимое, как проявление заботы о близком человеке. Не стоит сегодня забывать и о бытовых обязанностях. Сегодняшний день благоприятен для уборки дома, приобретения необходимых вещей для хозяйства и быта. Приведение в порядок окружающего пространства будут способствовать созданию гармоничной и комфортной атмосферы, что положительно будет сказываться на общем самочувствии. Аспект между Луной и Марсом также благоприятен для решения рабочих вопросов и карьерных дел. Сегодня можно успешно завершить проекты, которые требуют упорства и внимательности. Ваши усилия обязательно будут вознаграждены, и вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки на высоком уровне. Не обращайте внимания, что сегодня выходной день. Помните о том, что люди, которые работают, которые находятся в бизнесе, в торговле, у них нет понятия выходных дней, потому что бизнес у них никого и ничто не ждет. Также используйте сегодня повышенную способность концентрации для планирования и структурирования своих задач. Также начните новый оздоровительный курс или просто уделите внимание своему самочувствию. Завершите те задачи, которые вы ранее откладывали, будь то в личной или в профессиональной сфере. Используйте этот день для того, чтобы оказать поддержку близким и помочь им в решении их проблем. 22 июня – особенный день, который несет в себе магическую энергию и возможность для получения высочайшей защиты. Это время, когда можно использовать силу слов и намерений для создания оберегов и защиты от любых негативных явлений.
Кроме того, является этот день и важным днем, когда энергетические потоки усиливаются и становятся особенно мощными. Помните о том, что сегодня день находится под влиянием полной луны, которая усиливает любые практики, ритуалы, обряды, которые направлены на защиту и очищение. Кроме того, используйте этот день для создания защитных амулетов, а также не забудьте переписать магические слова, которые помогут вам усилить энергетическую защиту и привлечь позитивные вибрации. Слова обладают мощной энергетической силой, и правильное использование слов в магических практиках может создать сильные защитные барьеры и привлечь положительную энергию. Важно не только произносить или писать слова, но и вкладывать в них свои намерения и чувства. Чем искреннее и сильнее ваши будут намерения, тем мощнее будет их воздействие. Перед началом этой практики найдите тихое и спокойное место, где вас никто не будет беспокоить. Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Настройтесь на положительную волну и сосредоточьтесь на своем намерении создать мощную защиту. Далее возьмите чистый лист бумаги и ручку и начните писать слова медленно и вдумчиво. Вкладывайте в каждое слово свои намерения и чувства, представляете, как оно наполняется светом и энергией. Кроме того, вы при проведении этой практики можете использовать специальные перья или магические чернила для усиления эффекта. После того, как все слова будут переписаны, сложите лист бумаги и держите его в руках. Далее закройте глаза и визуализируйте, как свет и энергия окружают вас и вашу защиту. И далее скажите следующие слова. «Я создаю этот оберег для высочайшей защиты. Пусть он охраняет меня и моих близких от всякого зла и негативной энергии». Еще раз напоминаем, сами слова будут в описании к этому видео. И далее положите лист бумаги в безопасное место, где он будет всегда рядом с вами. Это может быть ваш кошелек, это может быть карман, это даже может быть какое-то специальное место в доме. Важно, чтобы этот амулет, этот оберег всегда был под рукой и напоминал вам о его защитной силе. Если вы в какой-то момент ощутите, что амулет не работает уже, потому что бывает так, что вот вы его сделали, и буквально прошла неделя, и вы чувствуете, что вот сначала что-то начало у вас происходить, и потом раз, как будто энергия иссякла, то именно это защитный оберег, он взял всю вот негатив, энергию на себя. Возможно, вы посмотрите на этот листок бумаги, видите какие-то пятнышки, какая-то грязь. Это говорит о том, что он, скорее всего, уже выполнил свою вот защитную функцию, и вам что нужно сделать в таком случае? Вам нужно поблагодарить Вселенную, высшие силы за защиту себя, своей семьи, своего дома обязательно. И после этого нужно сжечь, а пепел развеять по ветру. Вот такая простая, друзья, практика, но она очень важная. Также обращаем ваше внимание, что по лунному календарю сегодняшний день будет насыщенным событиями и глубокими внутренними переживаниями. Напоминаю вам, что полнолуние в знаке зодиака Козерог и 16-е лунные сутки несут в себе особую энергию, которая будет влиять на все аспекты жизни. Кроме того, вы сегодня можете почувствовать непреодолимое желание достигать своих целей, завершать начатые проекты и преодолевать препятствия. Также отличный день для того, чтобы сосредоточиться на важных задачах и двигаться вперед, несмотря на те или иные трудности. Энергия Козерога усиливает чувство долга и ответственности. Вы можете ощутить необходимость выполнения обязательств, заботы о близких и принятии важных решений. Важно не откладывать дела на потом, а действовать решительно и организованно. Знак зодиака Козерог ценит стабильность и безопасность. Сегодня вы можете стремиться к укреплению своих позиций как в личной, так и в профессиональной сфере. Это время для создания прочного фундамента для будущих успехов. Обращаем ваше на это особое внимание. В то же время полнолуние будет сопровождаться эмоциональной напряженностью и нестабильностью. Поэтому влияние Козерога может усилить чувство ответственности и давления, что приведет к стрессу и тревоге.
Козероге. Чтобы избежать этого, важно уделить сегодня время отдыху и расслаблению. Сегодня влияние полнолуния может приводить к конфликтам и недоразумениям, поэтому постарайтесь избегать острых дискуссий и любых конфликтных ситуаций. Будьте терпимы и внимательны к словам и действиям окружающих. Если возникает спор, постарайтесь найти компромиссное решение. Обращаем на это ваше внимание. Полнолуние в Козероге приносит с собой энергию Земли, которая будет способствовать укреплению физической выносливости и стрессоустойчивости. Поэтому сегодня прекрасный день для того, чтобы заниматься спортом, физическими упражнениями, активным отдыхом. Также энергия знака зодиака Козерог способствует эффективному лечению и восстановлению организма. Сегодняшний день благоприятен для начала курса лечения, посещения врача или проведения плановых медицинских процедур. Полезными сегодня будут массажи, физиотерапия и другие методы, которые направлены на укрепление здоровья. Обратите внимание на хронические заболевания. Возможно, сегодня удастся найти эффективное решение именно для их лечения. Энергия 16-х лунных суток способствует и очищению организма. Это отличный день для детоксикации, разгрузочных дней и оздоровительных процедур. Пейте больше воды, употребляйте свежие фрукты и овощи, а также ограничьте потребление тяжелой и жирной пищи. Постарайтесь исключить сегодня алкоголь и кофеин, чтобы дать организму возможность восстановиться и очиститься от накопленных токсинов. Также Козерог управляет и костной системой, поэтому в этот день особое внимание следует уделять здоровью костей и суставов. Полезными будут продукты, богатые кальцием и витамином D. Это те же молочные продукты, зеленые овощи, рыба. Также не забывайте о регулярных физических упражнениях. Далее, друзья, сегодня еще хочется с вами уделить внимание лунному календарю денег. Дело в том, что энергия полнолуния в Козероге будет способствовать повышению трудоспособности и физической выносливости. Это означает, что вы сможете более продуктивно работать, что положительно скажется на вашем доходе. В этот день вам можно успешно завершить важные проекты, что приведет к финансовому вознаграждению. Будьте готовы к тому, что придется приложить дополнительные усилия, но результаты оправдают затраченные усилия. Помните об этом. Также сегодня хорошо возвращать долги, искать новые пути для дополнительного заработка, и это все принесет что-то новое и важное в вашу жизнь. Что же касательно карты Таро на этот день, 22 июня, друзья, то выпала карта Верховная Жрица. Эта карта символизирует интуицию, тайные знания, мудрость и духовное понимание. Она предлагает остановиться и обратить внимание на свой внутренний голос, который подсказывает именно истинный путь. Поэтому на этот день карта указывает на необходимость углубиться в свои внутренние чувства и интуицию. Важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своим предчувствиям. Возможно, вы сегодня столкнетесь с ситуациями, которые потребуют от вас проявления мудрости и спокойствия. Жрица призывает не торопиться с решениями, а тщательно обдумывать каждый свой шанс. Кроме того, именно эта карта на этот день 22 июня указывает на важность баланса и гармонии в жизни. Постарайтесь найти золотую середину между различными аспектами вашей жизни – работой и отдыхом, логикой и интуицией, внешними обязанностями и внутренними потребностями. Балансируя эти элементы, вы сможете достичь внутренней гармонии и спокойствия. Кроме того, эта карта требует в этот день, 22 июня, от нас осторожного подхода к финансовым вопросам. Не стоит делать поспешные инвестиции или большие покупки. Прислушивайтесь к своей интуиции и доверяйте своим предчувствиям при принятии финансовых решений. Возможно, вы обнаружите новые возможности для улучшения своего финансового состояния, но здесь очень важно, чтобы вы были внимательны к деталям. Теперь давайте поговорим, что же нам дает, какие советы Архангел Михаил на этот день, 22 июня. Итак, основной совет на этот день – оставайтесь верны своей истине.
Архангел Михаил призывает вас оставаться верными своим убеждениям и внутренним ценностям. Важно не поддаваться внешнему давлению и не изменять свои принципы ради кратковременных выгод или чтобы угодить окружающим. Ваша истина – это ваш внутренний компас, который ведет вас к гармонии и к счастью. Кроме того, Архангел Михаил напоминает, что уверенность в себе и в своих действиях играет ключевую роль в достижении успеха. Этот день подходит для принятия важных решений и преодоления сомнений. Если вы ощущаете неуверенность, обратитесь к Архангелу Михаилу с просьбой о помощи. Визуализируйте его сияющий свет, окружающий вас, и вы почувствуете, как он наполняет вас силой и уверенностью. Кроме того, Архангел Михаил напоминает о важности прощения. Этот день является подходящим для освобождения от обид и старых ран. Прощение поможет вам освободиться от негативных эмоций и очистить свое сердце. Представьте, как Архангел Михаил разрезает энергетические нити, связывающие вас с прошлыми обидами, и обязательно почувствуете облегчение и свободу. Конечно же, действуйте в любой ситуации, если вы считаете, что нужным и важным. Не бойтесь тех внешних обстоятельств, которые, возможно, вам навязывают или вам говорят. Помните о том, что ваше сердце и ваша интуиция всегда пытается вам помочь и подсказать. И ваша задача идти только вперед, несмотря ни на что. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 22 июня. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.